Привет подписчикам канала и гостям. Как сделать за 2 часа пол? Все очень просто. Для этого я буду использовать метилметакрилатную быстротвердеющую смолу. Она обладает такими характеристиками, как высокая прочность, устойчивость к стиранию, стойкость к химическим реагентам, к ультрафиолетовому излучению, быстро наносится и застывает, возможно проводить работы при минусовых температурах. Для начала выравниваем пол. Основание должно быть прочным и не содержать трещин. В противном случае провести необходимые подготовительные работы. Очень важно, чтобы стяжка набрала полную прочность и имела влажность не более 5%. Первым делом очищаем поверхность от маслянистых загрязнений и обеспыливаем пылесосом. Готовим грунтовку праймер, в данном случае из смолы R51. Для этого нужно рассчитать количество отвердителя по таблице, исходя из температуры основания. Например, если температура основания 20 градусов, добавляем отвердителя 3%. При этом время жизни смолы всего лишь 12 минут, а застывание в течение 30 минут. Несоответствие количества отвердителя, рекомендованному в таблице, может привести к проблемам при твердении смолы. После добавления отвердителя медлить нельзя. Важно перемешать очень тщательно до полного растворения отвердителя. А объем замешивания выбрать оптимальным, чтобы гарантированно успеть перемешать и нанести в течение времени жизни. Смола равномерно наносится малярным валиком или кистью, не допуская образования луж. Если материал наносится резиновым шпателем, то после обязательно надо прокатать поверхность валиком. Матовые и очень абсорбирующие участки необходимо обработать повторно, еще до затвердевания смолы, пока полностью не закроются все поры. Прохожу возле плинтусов с кисточкой, далее выливаю смолу и раскатываю валиком. Вот такой результат получился после грунтования. После затвердения проверяем качество, везде ли застыла грунтовка. Следующий этап нанесения смолы можно начинать только после полной полимеризации грунтовки. Для финишного покрытия я использую смолу R71. Процесс нанесения аналогичен, за исключением того, что отвердителя требуется немного меньше. Сначала добавляем пигмент и хорошо перемешиваем. После этого добавляем отвердитель и снова перемешиваем. Процесс нанесения аналогичен с грунтовкой R51. Финишную смолу R71 я также наношу сначала по краям с кисточкой, далее выливаю по полу и раскатываю валиком. После раскатывания остается присыпать флоками в выбранный цвет. Кстати, цвет пигмента для смолы также можно выбрать на свое усмотрение. Флоки лучше всего подкидывать максимально вверх, так они будут равномерно ложиться по поверхности пола. Чтобы было меньше переходов, работать лучше вдвоем. Так получается быстрее, а значит можно замешивать больше порцию и покрыть большую площадь за отведенное время жизни смолы. Основные ошибки при работе с полимерным полом. Они относятся как к метилметакрилатным, так и к полиуретановым, эпоксидным и другим видам покрытий. Недостаточное перемешивание грунта с отвердителем. Если некачественно перемешать грунт и отвердитель, то состав может не застыть. Или могут образоваться незастывшие пятна. Бывает, кажется, что грунт вроде застыл, но если присмотреться, его прочность очень низкая.
можно легко поцарапать и снять ногтем с пола. В последующем при нанесении финишного слоя образуются вот такие дефекты, и покрытие не застывает. Это происходит потому, что финишный слой растворяет нижний, не застывший грунт. Нанесение состава на влажное основание с влажностью намного больше 5%. Это может быть даже случайно пролитая вода. В таких случаях при застывании может надуться пузырь. Состав отделится от пола. Нанесение состава на непрочные, рыхлые или загрязненные поверхности также хорошего результата не принесет. Покрытие со временем придет в негодность. Добавление отвердителя ниже или выше нормы, установленной производителем. Отвердитель добавляется в пропорции от 2 до 7%. Недостача отвердителя приведет к тому, что состав не полимеризуется. А превышение более 7% также может привести к проблемам застывания вследствие бурной реакции и нагревания состава. Во всех случаях, при некачественном нанесении и застывании грунта или финишной смолы, следует полностью снимать покрытие и заново его наносить. На этом краткий обзор закончен. Если полезно, подписывайтесь на канал, если понравилось, ставьте лайки. Всем мира, добра и надежного основания под ногами. Пока.